Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. Хочу с вами сегодня поделиться рецептом очень красивого вкусного печенья с хрустящей корочкой сверху и нежным мякишем внутри. Готовится очень легко и просто. Рекомендую вам обязательно сохранить рецепт и приготовьте, тем более это все очень легко. В глубокую миску выкладываем 240 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры. Затем добавляем 200 граммов сахарного песка, ванилин либо ванильный сахар 5 грамм, щепотку соли для баланса вкуса и все смешиваем венчиком до однородности. Масса должна немного увеличиться в объеме, посветлеть. Чем лучше вы взобьете масло, тем лучше будет качество и текстура теста. Затем добавляем 2 яйца. У меня яйца крупные, если у вас яйца более мелкие, можете добавить и 3 яйца. И также все смешиваем до однородности. Очень удобно, что в этом рецепте не нужно каких-либо дополнительных приспособлений, либо миксера. Все готовится очень просто, достаточно только иметь под рукой венчик. И затем черед сухих ингредиентов. Добавляем 100 граммов кукурузного крахмала, 60 граммов какао-порошка. Также я заварила кофе, 50 мл воды, развела с 1 чайной ложкой растворимого кофе. Это придаст такой пикантный, приятный очень привкус кофейный и также аромат печенья. И все смешиваем до однородности. Рекомендую в выпечке использовать кукурузный крахмал, чаще всего нежели картофельный, так как он более нежный. И затем добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя, либо 12 граммов. Также все смешиваем уже лопаткой до однородности. И затем будем поэтапно добавлять муку. Муки у меня 270 грамм, сразу всю ее не добавляю. Вводим поэтапно, так как мука у всех отличается. У меня мука высшего сорта, обязательно заранее просеянная. Ввожу ее в несколько приемов и постоянно хорошо все перемешиваю. Долго вымешивать тесто не нужно, достаточно просто разбить комочки и смешать до однородности. Посмотрите, какое тесто у нас должно получиться. Если у вас есть необходимость, можете слегка подпылить мукой, но главное с ней тоже не переборщить. Вот такое тесто получается, очень хорошо держит форму, отлично отходит от рук и очень приятное. Сейчас приступаем к формированию шариков. Выстилаем пергаментом противень. Отрываем кусочек и скатываем их в шар. При желании можете взвесить. Я это буду делать на глаз. Вы можете взвесить примерно по 25-30 граммов каждый шарик. Размер будет зависеть от вашего предпочтения. Если вам нравятся печенюшки чуть больше, можете сформировать их более большими. У меня получилось 29 штук и один маленький. Я также подготовила миску с сахарной пудрой. Выкладываем примерно 100 граммов. Этого будет вполне достаточно. И бросаем туда шарики и хорошенько их обваливаем. За счет того, что тесто готовится на основе сливочного масла, прекрасно сахарная пудра пристает к шарикам. И чем лучше вы обваляете их в сахарной пудре, тем красивее будут трещинки. Выкладываем готовые шарики сразу на противень. Выкладываем шарики немного на расстоянии друг от друга, так как они еще немного увеличатся в объеме при выпекании. И затем сверху мы их будем украшать кусочками шоколада. В моем случае это будет уже готовый шоколад от фирмы Kisses. Это тоже очень хорошая фирма. Достаточно вкусный молочный шоколад. Он выглядит вот таким вот образом в виде пиков. Кстати, рекомендую вам попробовать. Шоколад очень хорошего качества. Освобождаем от обертки и выкладываем поверх каждого шарика. Немного надавливаю, не до конца, и уже посмотрите сразу, какой образуется очень красивый рисунок. Проделываем так с каждым шариком. Вы можете украсить, в принципе, всем тем, чем захотите. Это могут быть и кусочки шоколада нарубленные, орехи, фисташки, пекан, все что угодно, все, что вам больше нравится. В моем случае я решила использовать именно вот такие вот пики шоколадные. По-моему, выглядит очень оригинально и симпатично. У меня также заранее разогревается духовка при 180 градусов. Выпекать мы их будем при 160 градусах примерно 15 минут. Главное их не передержать. Если печенье будет уже отходить от пергамента, значит оно готово. И можно вынимать из духовки. Отправляем выпекаться. Посмотрите, спустя время у меня уже печенье готово.
Оно очень вкусное, уже очень вкусно стоит аромат на кухне. Посмотрите, какие они красивые, они сохранили прекрасно свою форму даже после выпекания. Рекомендую вам обязательно их приготовить, они украсят любой праздничный стол, фуршет или идеально подойдет просто к чаепитию. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход нового видео, а я с вами не прощаюсь и до скорой встречи на моем канале Lydia Sweets. Пока-пока, друзья!